Внимание, автор этого видео не несет никакой ответственности за ваши действия. Все, что вы делаете на собственный страх и риск. Пожалуйста, соблюдайте закон, будьте аккуратны и не подвергайте себя опасности. To manifest. В русскоязычном сообществе я нашел новый тренд. На ютубе я не нашел ни одного нормального объяснения этому явлению, так что я буду первым, кто раскроет эту тему простыми словами. Копавшись в топе App Store, я наткнулся на странное приложение Randonautica. Опустившись чуть ниже в отзывы, я понимаю, что оно пришло к нам из ТикТока Америки. И тут до меня дошло, я вспомнил новость двухнедельной давности, в которой говорилось о нескольких подростках, которые искали приключений, а нашли кота в мешке. Человека в чемодане. В описании будет ссылка на статью, кто хочет, может ознакомиться. Подростки являлись так называемыми рандонавтами. Название игры состоит из двух слов: рандом, то есть случайный, и наутика, навигация. Парень из Сиэтла взял подруг и отправился исследовать пляж вместе с этим приложением. После чего они обнаружили на берегу какой-то черный чемодан. Они отреагировали на ситуацию с юмором и решили открыть его, но лучше бы они этого не делали. Ведь когда они его открыли, внутри лежал черный пакет с очень резким запахом. Подростки позвонили в полицию, а пляж оцепили. В сумке оказался человек. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Wait, open it. We were like, we're gonna find nothing. Open it. It was sweet. It stinks, y'all. It washed out. It's Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Сами разработчики, самое главное, никак не комментируют цель этого приложения. Они делегируют эту обязанность на пользователей. Таким образом, в сообществе рандонавтов были выдвинуты множество предположений за целью таинственного приложения. Одни считают, что на тех самых точках находятся порталы из выхода из мира Матрицы, вторые ищут приключения, а другие просто новые места для прогулок. Я решил установить приложение, и нас встречает бот, который также существует и в Телеграме. Он обязует нас принять правила пользования приложением, а также прочесть по ним факт. Их я прикреплю в описании к этому видео. Также существует русскоговорящее сообщество в Telegram, где нам объясняют, что авторы приложения предлагают исследовать мир, окружающий нас, путем так называемых квантовых рандомных чисел. Как они заявляют, квантовая генерация чисел настолько случайна, что любая другая случайность курит в сторонке. Механика так называемой игры такова: мы должны отправить боту наше местоположение, после чего мы корректируем радиус случайной точки, минимум 1 километр. А также выбираем тип места. Их тут 3. Аттрактор — это место с наибольшим скоплением случайных точек. Void — это противоположность аттрактора. А также есть так называемые аномалии, место с сильно выраженным либо аттрактором, либо войдом. Давайте посмотрим наглядно. На графике изображена территория площадью 20 на 20 километров, заполненная 1000 случайно сгенерированных точек. Те самые темно-синие участки — это аттракторы, а светло-зеленые — это войды. После выбранного типа места мы выбираем тип генерации случайных точек. Далее самое интересное. Бот нам говорит сосредоточиться на данном месте и определить, что мы там хотим увидеть. Другими словами, определить наше намерение. Коротко говоря, авторы выступают за то, что наши мысли могут либо считывать послание вселенной, либо управлять ею, что-то вроде матрицы. Читая это, я смеюсь. Мое мнение, что тут очень высокую роль играет апофения. Такое свойство человека — искать связи в случайных вещах. И никаких посланий от вселенной тут нет. Каждый человек трактует это так, как хочет. Если это видео будет интересным, я расскажу про это подробнее, а может даже и опробую. В любом случае, вы теперь знаете, что это такое. Главное, будьте аккуратны, не подвергайте опасности себя. Пока!